Как-то так. Это самое интересное. Всем привет! Мы сегодня собираемся в наш тур по... Сейчас. Значит, синхронизация звука. Раз, два, три. Начали. Привет! Сегодня мы собираемся... Давай я скажу. В общем, мы купили палатки для дальнейшей нашей поездочки, точнее, для начала поездочки 7 числа, что состоится завтра. Послезавтра. Да, послезавтра состоится. Купили 2 спальника и палатку, чтобы смогли ночевать где-нибудь на природе, потому что мы поедем частично автостопом, иногда придется останавливаться где-то на природе. Короче, мы купили сегодня еще билеты на поезд. У нас начало нашего маршрута, это будет с Чангмая в сторону Лаоса, то есть на юг Таиланда вниз. Мы делаем примерно 2 или 3 перевалочных пункта по дороге, где мы остановимся. Будем снимать в этих местах видео, но так как в Таиланде мы уже достаточно много всего объездили еще с предыдущих наших поездок, то акцент будет именно на Лаосе. Вот. И по пути мы будем автостопом добираться, поэтому палатка, спальники нам пригодятся. Нормально. Да, сейчас температура, кстати, в Таиланде ночью плюс 19-20 градусов, поэтому спать где-то на улице будет достаточно проблематично без вот этих штук. Спальников. Именно для этого мы... Так, давай попробуем теперь собрать эту китайскую палатку, наверное, это не... да, кстати, палатка стоит 360 бат. Ну, это, грубо говоря, 550 рублей. Так. Ну, надеюсь, нам какашку не подсунули. Да, мы не знаем, что там внутри. Итак, палатка-тест прошла, готова к испытаниям, и мы выдвигаемся в путь! Хотя нет, сначала постригем Игоряна. Всем привет! Сегодня 7 декабря 2015 года, и это значит, что это наш первый день путешествия. Стал таким, как был раньше. Да, Игорь немножко изменил свой внешний облик. Мы сейчас на вокзале в городе Чангмай, садимся на поезд за 250 бат, который довезет нас до центра Таиланда. То есть мы проезжаем полстраны за 250 бат. И наши вещи уже ждут нас в вагоне, там какие-то девчонки за ними смотрят. В общем, мы садимся, и 8 часов ехать нам предстоит. Как раз наш вагон. Так, ребята, мы сейчас едем в поезде в город Синон. Как-то так. И в общем, такой вот у нас вид из поезда. Куры гуляют, Вон собаки. куры бегают. I look through my window so bright, I see the stars come out tonight. Вот так вот в 6 часов вечера все тайцы поют национальный гимн стоя. Не поют, стоят. Молча. Вообще они должны его петь? Но сейчас стояли. Безудержное веселье.
дальнейших передвижений по Таиланду в сторону границы с Лаосом зачастую мы пользовались автостопом, но автобусом было быстрее и удобнее. Всем привет! Мы только что пересекли границу Лаоса и направляемся в город Паксе. Там мы оставляем вещи, арендуем 2 байка и после этого едем в сторону границы с Камбоджей, то есть внизу Лаоса, там где находятся одни из самых красивых водопадов в мире. Мы это прочитали в Википедии, картинки нам очень понравились, но больше никакой информации мы не нашли, поэтому хотим проверить, заценить, так ли это, и сделать там фото и видеоотчет. You hold me back, I've been away too long. When I see you, I will drown. When I see you, I fall down. I know you hold me back, I've been. В поисках отеля. Казалось, здесь их не так уж и много. И вот ходим, ищем, потому что сим-карты не работают. У нас сим-карта таиландская, и пока интернета нету, мы не знаем, какой отель выбрать и вообще как его найти. И в продаже сим-карт тоже пока не было обнаружено. Смотри, как ты любишь. Как я люблю. Так еще от души положил. Зашли поесть перед дорогой. Вот здесь. Вечерний закусон. Что будешь? Я чикен буду. Какой? Ну, любой, который чикен. Выбирай сам себе тогда. Да они одинаковые, бери любой. Я вот это хочу, и такой, и такой. Собираемся в поездочку через Лаос. Сейчас вот мы у нас в номере собираем свои шмотки на кровати, вот они. И завтра утром в 6 утра выдвигаемся в путь. Водопадов, используя подаренную карту, которая нам досталась от арендатора байка, мы заезжали на проселочные дороги, но так и не находили ничего, только пыль и маленькие деревушки. Устина спустила колесо. Устин, что делать? Машина сзади, отойти для начала. Едем в ремонтную мастерскую, которая хер знает где. Поехали. Офигеть, деревья с циановыми листьями. И Устин со спущенным колесом. Устин, как колесо? Нормально? Соу-соу. Починили за 200 рублей за 5 минут этот пацанчик. Молодец. Вот. Устин гвоздь словил.
Устин нашел себе место. Как тебе, Устин, в этом месте? Прикольно. Можно как кокон спать, да? Да, вообще шикарно. После 160 километров на байке самое оно. Короче, здесь был пожар, что-то, видимо, сгорело. Наступил вечер, и потратив на поиски водопадов весь день и 155 километров пути, мы наконец нашли самый главный водопад. В общем, мы приехали на водопад, и вот так вот все это выглядит. Это часть его, маленькая часть. Офигенный видок. Но жарко, как просто аду каком-то. Вроде сегодняшнего дня мы сейчас в палатке. Вам может показаться, что сейчас глубокая ночь, но на самом деле всего 8 часов вечера. Весь наш сегодняшний день прошел очень интересным образом. Мы проснулись в 6 утра для того, чтобы проехать 155 километров на один из самых красивых водопадов Лаоса и мира в целом, как мы прочитали. Но случилась одна небольшая ошибка. Игорь, видимо, что-то перепутал, когда искал информацию об этом месте. И приехав на водопад, нам нужно было заплатить с каждого человека по 50 тысяч кип. Это в переводе на тайские баты 200 бат примерно с человека. Ну, 450 рублей, все. Приехали мы на этот водопад, заплатили денег за вход, зашли, увидели, что все уже закрыто, то есть все свернулось, ничего не продается, даже воду мы там последнюю выпрашивали, чтобы нам из холодильника ее дали. Мы поняли, что со всем нашим оборудованием, с палаткой, со спальниками, со штативом и с 2 рюкзаками долго идти мы не сможем. Поэтому мы решили вернуться в начало, вот там буквально 350 метров на этот контрольно-пропускной пункт. Там они по-английски все, что знали, это hello. И был какой-то наглый дед, который нормально общался по-английски, но он нам нифига не хотел объяснить. Я ему сказал, что можно тут переночевать в этом парке. Спросил, можно ли нам остановиться. Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, хорошо, мы тогда хотим завтра прийти утром, не сегодня, так как уже поздно, и мы пешком это все не сможем обойти. Он сказал, нет, нельзя. То есть на любое предложение, на любой вопрос он говорил, нет, нельзя, и просто нагло развернулся и ушел. Все остальные сидели с таким видом, типа им вообще пофигу. На какие-то вопросы, пожелания они тоже говорили no, у них вот одно слово no, чтобы их не спросить. Короче, я тогда сказал, окей, мы берем байки, едем на байках внутрь. Они нам разрешили. Мы поехали на байках, приехали, как оказалось, там всего один водопад. И смотреть это место можно целых 5 минут. То есть там больше, чем 5 минут делать нечего. Можно обойти, там одна небольшая площадка возле этого водопада, на которую можно подняться. 2 смотровые, но с одной из них вид в никуда. И, в общем, мы это за 15 минут все обошли место, поняли, что мы заплатили кучу денег, потратили целый день времени просто, чтобы туда добраться. Нам нахамили и еще нафиг нас послали в конце. И, в общем, в результате мы сделали там несколько кадров, несколько фотографий. И вот мы здесь, где-то среди поля, непонятно где, в Лаосе. Ночуем, и завтра утром... Заметь, по дороге ни одного фонаря не было. Ночь такая, что вообще не видно ничего. Это сейчас светит, видит свет. Там может вообще ничего не видно. Да, темень такая, что каждую звезду на небе можно рассмотреть. Ближайшие города или поселки в километрах 5-10 от нас находятся. А завтра мы будем ехать уже вверх, то есть обратно возвращаться к Паксе, тому городу, из которого мы выдвинулись.
и ехать по плато, я не помню, как оно называется, на котором 9 водопадов. Так что посмотрим, что нас ожидает завтра. Привет, тёлки. Чё испугались? Roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. Мы приехали на первый водопад в плато Балаван. Вот он. Все. И на этом весь водопад И весь парк заканчивается. Someone like you. Далее мы отправились на поиски следующего водопада, который был всего в нескольких километров от нас. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Итак, поиски второго водопада привели нас вот в такое вот место. Водопадом здесь и не пахнет, зато есть какой-то карьер, похоже на планету Марс. А вон там Игорь едет вдали. Как на Марсе каком-то, или на Луне. прикольно. Итак, мы приехали в последнюю нашу точку между всеми этими водопадами, и завтра будем выдвигаться в сторону Паксе, там, где мы остановились с вещами. И вот сейчас стемнело, мы приехали на какой-то ночной рынок, так это все дело выглядит. Смотрите, Еще по андеграунду все. очень круто. Еще прям. Мужик там, он утку в корзине от байка повез только что. Тут вот собака хавает. Пойдем посмотрим, что тут есть. Тут всякие печени, рыба, крабы, лягушки. Все как надо в Лаосе. Давай яблок купим. У нас 2 яблока еще есть. Купим еще два. Наконец мы добрались до одной из деревень, от которой завтра утром направляемся в сторону водопадов. И, кстати, сняли номер в отеле. Ну, это не сам номер, это душ. Всего-навсего за $2. Сейчас покажу наш номер в отеле. Здесь такие красивые качели. Устин с псом. Как тебе, пес? Как тебе, Устин, пес? Нормально. Пойдем. Пойдем, я покажу, как вот этим вот ключом, вот этим, сними, чтобы вот его видно было. Мы откроем сейчас наш номер и покажем, где мы живем. Значит, добро пожаловать. Вот здесь у нас такой вот порог, не ударьтесь головой. Ну, тут надо пригинаться. Итак, все это охраняется сверхнадежным замком Multi-Lock. Вот последняя технология. Видно, что его уже открывали всем, чем можно, даже пальцем и спичкой. Вот открываем. И добро пожаловать в гости. Дверь, к сожалению, до конца у нас не работает, но как есть.
такие вот люстры в стиле барокко, как вы видите. То есть дом сделан в стиле Ренессанс. Он, кстати, такой покосившийся, да? Ручки, увы, тоже нету, дверь приходится за крючок закрывать. Здесь у нас система кондиционирования, климат-контроль, включение, выключение, иллюминация внутри. Вон же розетки есть. Да, есть Кондиционер. даже Wi-Fi. Правда, никто не знает его название и никто не знает пароль от него. Но он здесь есть. Тут вот картины известных художников. Ага, тоже в стиле барокко. Декорации сделаны. Ну, даже зеркало есть. Окно, Да. покосившееся. Здесь, в общем, ортопедическая кровать с специальным матрасом двухслойным. Ну-ка попробуй, Как- мягкая как она? видите, да. Ну, такая. Бывало и лучше. Полотенечки вот нам дали. Тут наша техника, барахло разное. Вот окно с видом на море. У меня здесь вот тоже картина висит в изголовье. Свет. Не знаю, как он работает, может. Да это ты чё, это от комаров. Вот, ну вот так вот и живем. В общем, сегодня мы наконец-то будем ночевать в нормальных условиях после палатки. И завтра снова выдвигаемся. Ночью мы услышали шум воды, и, как оказалось, один из водопадов находился прямо у нашего дома. Позавтракав утром, мы пошли посмотреть на него, а после поехали на последний, который был на обратной дороге к Паксе. На этом наше путешествие по Плато-Балавен подошло к концу, и мы отправились в отель, откуда утром нас ждет дорога в сторону одной из самых больших пещер в мире. Здесь не ловит интернет и невозможно проложить маршрут. Новая тачка, на которой мы едем. Одной из наших основных целей пребывания в Лаосе было посещение пещеры Кхон-Ксе, находящейся на востоке страны, рядом с границей Вьетнама. Это вторая по величине пещера в мире, и возможность попасть в нее появилась меньше десятилетия назад. Так как это место вовсе не туристическое, мы решили узнать, что же можно увидеть в нетронутом человеком подземном мире. Вечером перед запланированным выездом из близлежащего города Тхакек мы начали собирать рюкзаки, тщательно взвешивая каждую вещь и даже не подозревая, сколько сюрпризов нас ждет впереди. What am I to offer you? Share, bare your eyes and a cigarette, please. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a blazing away. Еще такие есть приколюхи. Like the stars, stars, stars. Ghost rider, motorcycle hero.
Здесь не ловит интернет и невозможно проложить маршрут. Но по GPRS понятно, что еще по этой дороге ехать километров 60. Baby, 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 he's screaming away. America, America is killing its youth. Теперь в этой пустынной деревне мы не можем найти, где можно поесть. Но встретили какого-то европейца, который пытается Устину объяснить, что где-то там еда есть, возможно. Нашли забегаловку, где можно поесть. Вот прям так у дороги. Где все пыльное. Дети играются. Время в пути составляло около 5 часов, а мы все не могли добраться до нужного нам места. So I choke on sun, and the days blur into one. Backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead crowds. На улице уже стемнело, и мы начали приближаться к местной деревушке рядом с пещерой. Ночь, деревня. В поисках еды и жилья мы постучались в закрытый придорожный магазин и попросили приготовить купленную у них лапшу. Walking out for love. I'm walking out really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Когда мы вышли из магазина, к нам подошла девочка и сказала, что дом для ночлега находится совсем рядом, и побежала впереди байков показывать нам дорогу. Девчонки привезли нас вот в такой вот дом, в котором, как оказалось, мы будем жить одни. Так, поднимемся на второй этаж. Снизу, наверное, столовая, хотя ничего не работает, непонятно. Здесь у нас туалет, ванна и наша комната. Хотя можно было любую выбрать. Да, отличненько здесь. Да, только холодно, градусов так 14. Не, ну, кстати, получше, мы когда на байке ехали, было вообще настолько холодно, что руки тряслись. Да, девчонки купили нам пивка. И все. Все, конец истории. Завтра едем в пещеру, и там будет, надеюсь, интереснее. Чем сегодня на байке по пустыне. Утро. Вчерашний магазин превратился в заправку, и до пещеры оставалось меньше километра.
Дедуля сказал, что лодку можно будет взять через час, и мы пошли греться к костру, на котором рабочие готовили завтрак, и, увидев нас, пригласили к столу. Метров пешком, и вы у входа в пещеру. Об этом гласила табличка, и мы отправились по тропе в нужную нам сторону. У входа мы встретили парнишку, которому помогли донести лодку и отправились вглубь пещеры. Протяженность пещеры около 15 километров. В ней было достаточно тепло, но очень темно. Если бы не видеосвет, который мы взяли, то с фонарями бы мы ничего не увидели. К сожалению, батарея была не до конца заряженная, и ее хватило бы всего на 1,5 часа. Примерно через 40 минут гребли, а это всего 500 метров, в пещере образовался огромный завал, через который нужно было переносить лодку вручную. А так как свет был на исходе и постоянные переносы лодки еще 14 километров нас не очень радовали, мы решили возвращаться назад. Обратно мы решили ехать другим путем. Более длинным, но с хорошей дорогой, как нам сказали. Но моста через реку не было. Зеркало уплыло. Вот у меня дача. Это пи***ц, ребят.
находимся в лаосской деревне в горах. И такой вот прекрасный вид у нас за спиной. Ships are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please. До отправной точки оставалось около 130 километров, и уже начало темнеть. Дороги Лаоса, если где и были асфальтные, то совершенно не имели освещения. Часть пути мы увязались за автобусом, за которым ехать было удобно, а на утро автостопом мы двинули в сторону долины Кувшинов. Сегодня ночью мы приехали из города Винтянь в деревню Пхонсаван для того, чтобы побывать на достопримечательностях, которые называются Долина Кувшинов. Одна из местных достопримечательностей, да? Ну да, одна из трех. Здесь 3 таких долины. И Мы как едем на самую большую. Оказалось, что Нету автобусов отсюда в Вьетнам, в город Ханой, куда мы едем. И нету автобусов, по сути, вообще никуда. Даже вот на эту долину Кувшинов, которая является одной из главных достопримечательностей в этом районе. Поэтому мы стопим. Другого варианта нет. Винтяра такой тормознул, блядь. Ничего, так мало посадили. Сажаем он еще, смотри, народу сколько. еще ехать километров 6. Это новая тачка, на которой мы едем. Да, нашего предыдущего водителя остановили на каком-то контрольном пункте, и у него не было документов. Пришлось поменять машину. Шило на мыло, так сказать. Здесь, правда, мешков нет. Как же без песка в Лаосе? Такого не бывает. Здесь все должно быть в песке, в пыли, чтобы дышать не было чем. И дороги говёные. Везде причем. Даже в селе. Самая красивая в мире. Поля посреди Лаоса. ตรงไหนหินนี่วะ 2 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers. 2 kilometers. Like A, B, 1, 2. А напиши, переводчик у тебя же есть? Напиши 2 километра вперед. 1 second. Вот так перевел Владимир. Это Лаоский. Just go straight 2 kilometers. ผมไปเจอรถเมล์นี่ดิแต่รถ No. มาทอดรอเอ็นนี่เลย Ну, вот как-то так. Мне напоминает это Китай. Там что-то типа такого же. Говорим мужику 2 километра. Написали в переводчике 2 километра. Стоит, смотрит на нас с выпученными глазами. Чего вы хотите? Говорит, вон автобусная станция, идите туда. Мы говорим, нам вперед. Показываем ему вперед. А тут заправку вот строят. Чувак, ну подвези. Sabadi, can you drive us?
кувшином стоит вот такая табличка, на которой написано 500 метров до кувшинов. У меня порвались шлепки. Будем сейчас ремонтировать. Эта штука выпадает. Да, Игорь сделал сооружение. Еще не сделал. Я думаю, как-нибудь, если вот так вот зафигачить. Но оно в ногу, главное, чтобы не впилось. Нормально все будет. Сейчас протестируем. Тест-драйв, шлепка. Ну нормально, Всё. работает. Спасибочки. And just punch the clock. These days my life I feel it has no purpose. But late at night the feelings swim to the surface. 'Cause on the surface the city lights shine. They're calling at me, come and find your kind. That we can never get away from the sprawl, living in the sprawl. Get shopping malls, runs like mountains beyond. Мы направляемся в сторону границы с Лаосом. У нас есть 1,5 дня, потому что виза заканчивается. И 335 километров пути, из которых мы только что проехали километров 10. Так что, надеюсь, Мы сейчас в какой-то успеем. деревне в горах, где вот трасса. Это главная магистраль, по которой едут все машины. И машин, вот, все, что есть, это 3 пипульки. Посмотрим, что будет дальше. You share my eyes from the police lights. We run away, but we don't know why. And there's no end in sight. Уже темнело, и мы не успевали добраться до границы. Нам пришлось разбивать палатку в поле у одной из деревень. Мы проснулись, начался дождь, и мы заступили чувака, который приехал в соседнюю из деревень туда, куда нам нужно. И здесь, опять же, ничего не ходит, но нам разрулили, что можно доехать на автобусе, который будет через час. И чувак из кафе сделал нам табличку, которая будет останавливать автобус, на которой написано название соседней деревни. Вот такая табличка, и автобус, походу, увидит ее и остановится. А мы пока будем есть. Есть такие вот макарошки коричневые. Коричневые макарошки
с круглыми коричневыми катышками. Сейчас еще будет 2 яйца. Прикольно. Я знаю, куда делись все пазики из России. Они теперь в Лаосе. Мы едем в лаосском пазике до границы с Вьетнамом, вот в таком вот замечательном окружении. А у нас под ногами какие-то то ли бревна, то ли морковь. Это морковь. Она какая-то тухлая. Гнилая морковь, мужик, который курит в дверях. Там вот мой рюкзак стоит. Лаосский пазик, казалось, мог развалиться на каждой кочке. Многие из частей каркаса давно отвалились и просто болтались в воздухе. Нас пригласили в автобус до Вьетнама. До Вьетнама осталось 15 километров. Вот в такой вот маршруточке. Итак, мы сейчас покидаем наконец-то Лаос и пересекаем границу с Вьетнамом. У нас впереди еще 300 километров до Ханоя, потому что мы не по той трассе поехали случайно. Ну и сейчас вот дождь, погода ужасная, очень холодно. И мы вот готовимся. Игорь, ты что ты делаешь вообще? Прикинь, лежал. Блин, может, в отеле забыли? Так ты же реально его там оставил. Походу, да. Чё там, да? Паспорт оказался в заднем кармане, шел дождь, нас, как и все вокруг, окутывал туман и было невероятно холодно. Не знаю, куда идем. Куда-то вперед. Идем прямо. Здесь не ходят автобусы от границы, только байкеры, которые бабло сшибают. Которые нам предлагали таксисты, я договорился с каким-то мужиком в избе за 40 тысяч. Он позвонил своему другу. Сейчас мы будем ехать с Игорем за 80 тысяч вдвоем до города, до которого 21 километр. Вот эти мужики. Итак, наконец-то мы добрались в город Вин, сели в какой-то первый попавшийся автобус и сейчас едем. Хотя слово «сели» не совсем подходит для того, как мы добираемся, потому что мы лежим
В самом конце Игорь в позе русалочки позирует. Прикольно, тут фильмы показывают. Места дофига, спать удобно. Короче, мы довольны. Едем в Ханой. Увидимся завтра утром в Ханое. Ханой встретил нас дождем, что вполне нормально для зимы на севере Вьетнама. И мы отправились на встречу с дизайнером одежды, для которого Игорь фотографировал в прошлом году. У него мы взяли байк для осмотра города и поиски мотоциклов для дальнейшей поездки по Вьетнаму. Это была первая контора, куда мы заехали. После нее мы побывали во всех местах, где продают мотоциклы. И, как оказалось, нормальные байки в Ханое, очень сложно найти. Что, давай это резервируем и будем тестировать. Да, на днях протестируем. Выбираем себе хату, где будем жить в ближайшие 2-3 недели. Установка средний прайс от 250, да, до бесконечности. Прошло около недели, и мы наконец купили байки. Вот сейчас покажем. Смотрите туда! Да, мы тут в таком андеграунде. Это просто Ханой. Центр Ханоя вот так вот выглядит. Мы находимся на одной из самых оживленных улиц. И наши байки находятся здесь же. Да, вот такие байки красивые. Расскажи про свой байк, Устин. В общем, мы взяли два байка, они называются Honda Win. Но на самом деле это китайская Honda Win, стоят они в районе $300. В принципе, мы на них хотим проехать весь Вьетнам, посмотрим, насколько их хватит. У Игоря байк уже ломался раза 4. У меня пока что в целом каких-то таких глобальных косяков не было, там лампочка перегорела и все. И мы вот их вчера подлатали, и скоро будем выдвигаться в путь, так что протестируем, как они себя покажут. Ну, а ты заведи его. Байки во Вьетнаме можно купить достаточно дешево. Как я уже говорил, эти стоят в районе $300. Я свой взял за 240, Игорь за 280. Просто разные были конторы. Сервис тоже у нас был бесплатный. Там, если что-то надо было подлатать, то они это делали просто так. И в целом можно на этих байках объехать как Вьетнам, так и Камбоджу, так и, возможно, Лаос. Но в Таиланд заехать, скорее всего, не получится, потому что Таиланд запрещает импорт транспортных средств из других стран. Значит, заводим байк, это мой байк. Заводится с первого тычка. Как слышите, у него очень крутой гудок. Там вот все куры сразу такие, что происходит? Вот-вот. Ну, прикольно, Устин, прикольно. А мой байк давай посмотрим. Так, у меня тоже полтычка. Гудок. Погромче. Рано утром мы и наша вьетнамская подруга решили поехать в национальный парк Там Дао. Что, Игорь, с твоим байком произошло? Поведай нам историю. Мне кажется, этот болт надо слабить. А ну давай заведи его. Что он пипец орет. И дело не в болте, а в газе.
Парк располагался в 75 километрах от Ханоя и был высоко в горах. Broken stones, broken lightning. Игорь, пикап-мастер. Смотри, сколько телок. Зацепил телок. номерки у них взял все. Только потеряли свою главную подругу, с которой пришли, вон она. Wounded minds and wounded souls. Ooh, ooh, we are coming home. We are coming home. Ooh, ooh, we are coming home. We are coming home. Что вы, грибники? Заказали себе грибы в мясе. Грибы в кляре. Похоже на тайское блюдо, но так же делают. А тут курица, у которой ноги из жопы растут. Помимо грибов в мясе, на решетке пеклись бамбуковые палки, набитые рисом, что хоть и выглядит странно, но зато очень вкусно. Идем в неизбежность, неизведанную. Поднимаемся по ступенькам на самую вершину этой горы. Здесь нас встречает туман с дождем, целлофан, который накрывает местные ларьки, и кот. Похоже, вот как был в этом, в Чунцине, помнишь? Ага. Здесь арка, которая ведет наверх. Мы поднимались все выше, к конечной точке, где находился какой-то храм. Игорь, чё там, да? Идем на рынок. Чё там, да? Чё там, да? Чё там, да? А? Чё там? А Игорь сами выбирают приколюхи. Надо купить все. Так, у нас здесь маринованная ворона, ящерица, суп из ящериц. Что тут у нас еще есть интересненького? Корни, ногти бабушки. На обратной дороге мы решили заехать на небольшой водопад, к которому нужно было спускаться вниз примерно 15 минут. Не прошло и несколько часов после того, как мы поехали на байках, у Игоря случилась какая-то проблема с тросиком. Байк постоянно газует. Сам причем. Да, даже ничего делать не надо, ты просто заводишь, и он начинает ехать. Вот заехали в мастерскую, и механик пытается разобраться, в чем дело.
А мы стоим и ждем, и я сейчас буду искать суп, потому что я хочу кушать. Пока Игорь учинили байк, какая-то тетя из соседнего магазина пригласила нас к себе домой на бесплатную еду. Нас вот тут угостили салатом, сделали нам супчик. Она бесплатная, потому что рядом нет еды. А еды вообще на районе нет, я просто у меня спрашивал, где можно поесть. И я с сыном там поболтал по-английски, и они нам сделали кофе и суп. А теперь нас ожидает приятный горячий кофе. Еще здесь бананы, мандарины и какие-то непонятные штуки. Сейчас мы с Игорем находимся в фотостудии и фоткаем модельку. Игорь с супер фотоаппаратом. Супер-пупер. Тем не менее. Сейчас мы пытаемся найти парикмахерскую, чтобы постричь меня. Нашли профессиональную парикмахерскую на районе. Да. Сейчас будем Устинчика стричь. Вон тут прям на рельсах. Устин, пару слов. Ответственный момент. Лучше головой не вертеть. Стрижка на районе. Сейчас узнаем, как Устинчика постригут, там нормально или ненормально. Сейчас она тебя болванит. Да, вот такое вот место. Очень прикольное в Ханое. Просто рельсы вдоль домов. Стрижка у железной дороги. Ну и как тебе? Нормально. За 80 бат. Очень даже неплохо. Как для вот такого места. Покажи эту улицу. Так может это вообще чисто туристическая тема, парикмахерская. Все туристы сюда приходят, чтобы пофоткаться и стригутся. Я думаю, я был первый турист, который здесь стригся, потому что она очень удивленно на меня смотрела, когда я зашел. Мы только что подошли к байкам, и у Игоря спущенное колесо. Это все неспроста. А здесь рядом какая-то а-ля парковка, вот несколько байков стоят, смотанных цепью, но у меня все нормально. Возможно, кто-то это сделал спецом, потому что вон там, через 5 метров, ремонтная мастерская. Что делать будешь? Искать ремонтную мастерскую. Я нашел одну, вон она. Пойдем туда. Короче, Игорь словил гвоздь. Вот как так можно словить чисто сюда гвоздь? У Устина был тогда такой же гвоздь. Ну, чуть побольше. У меня вот такой был. Ну все, ремонтная мастерская тебе теперь точно пригодится за углом. Какие, смотри, игривые. Давай в каску. В общем, Игорю починили колесо за 50 тысяч донгов. 200 рублей. Это 80 бат. Все, идем тогда. Это даже дешевле, чем в Лаосе. Лови, как говорится, гвозди во Вьетнаме. И теперь немного о странных правилах во Вьетнаме, где нельзя ставить байки нигде. Только если ты приехал куда-то, туда типа и ставь. Мы приехали вот сюда, то есть в 5 метрах байк нельзя ставить. Очень странно. Он пытается разнестись, что вот возле входа нельзя ставить почему-то. Странно.
Пойдем, Устин. Ставь здесь нормально. А? То есть у того чувака можно ставить, да? Понимаешь, типа ему места мало. А, то есть невидимая полоса, да? Ну-ка покажи, где. Вот здесь можно? Можно? Можно, окей? А вот тут нельзя. Тут нельзя. А ты поставь что-то между той и этой полосой. Будет прикольно. Давай посмотрим. А мой, кстати, на полосе стоит. После фотосессии в студии мы договорились с владелицей об организации встречи для фотографов, на которой я рассказал о своем творчестве. И мы показали несколько разных приемов обработки фотографий, а всего на встрече было около 40 человек. Show every step of the process, how we find models, where we like to shoot, like what locations we use and why. Also, we will show you the exact process how the photo shoot look like. So we will find a model and we will make the photo shoot and we will explain everything. Заехали в тупик. Здесь ничего нет. Улица шириной метра 1,5 или 2. На машине сюда не заехать. Сверху куча проводов. Вот такие вот прикольные балконы с разной растительностью. А по центральным улочкам ездят байкеры. Мы сейчас находимся в узких ханойских двориках. Так вот выглядит это все изнутри. Здесь настолько мало места, что даже невозможно иногда проехать на байке, поэтому приходится идти пешком. Игорь катит свой байк. Нет, проехать можно, так. Здесь иногда люди выходят из домов, и поэтому можно кого-то объехать, так что безопаснее будет просто идти вот в таком месте, как здесь. А немного дальше будет пошире, и там мы будем ехать. Также здесь есть такие вот замечательные дома. Наверху растут деревья, птицы, и ездят люди. На этом наше пребывание в Ханое закончилось, и на утро мы выдвигались в сторону Сайгона на юг. А это 2000 километров пути, где нас ждет жара, море, горные дороги и много-много новых приключений. И тысяч. Сейчас 10 утра, понедельник, и мы начинаем наше путешествие по Вьетнаму. Вот, собрали байки, примерно килограмм по 15-20 сзади. Вот, и, в общем, сейчас будем первый раз вот так вот ехать, мы еще не пробовали с сумками. По идее, это даже проще, чем с пассажиром, потому что вес в разы меньше. Погодка сегодня достаточно прикольная, солнце, на улице тепло. Я вот в экипе, который прикупил. Наш прекрасный дом, из которого мы уезжаем. Пятиэтажный пентхаус. Пятиэтажный пентхаус, который будил нас целый месяц вот этими замечательными звуками перфоратора по утрам.
И уже они заканчивают ремонт. Да, и как только мы уезжаем, они заканчивают действительно ремонт. Каждые 200 километров нам сказали смазывать цепь. Собственно, это мы сейчас и сделаем. Впереди у нас 2000 километров по Вьетнаму, больше половины которых мы должны были проехать по холоду. Так как зимой север Вьетнама холодный и средняя температура воздуха находится в пределах 10 градусов. Of my eye, girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There's nothing that, there ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Холодно, пипец! Дождевики спасут от холода. Надеюсь. Устина, первая поломка. Спустя 90 километров пути. Что будет через 2000 километров? Пока что отломалась ножка переключения передач. Ну, тебе поставили прям вообще новую теперь. Мы проехали около 100 километров и решили остановиться в отеле, потому что на улице холодно. Этот отель похож на какой-то советский санаторий в горах. Да. Вот вокруг бадминтон можно играть, волейбол, вокруг горы, вообще никого, ничего, и вот все такое. Даже табличек нет, что это отель. Союзе. Да. Нас какие-то пацаны с кафешки рядом привезли сюда. Проснувшись рано утром, мы ни о чем не подозревая начали упаковывать свои байки, и хозяин жилища сообщил нам, что мы ему должны заплатить за еду еще 1000 рублей. А еда, которую мы ели, стоила 80 рублей максимум. Короче, тип хотел стрясти 580 тысяч местных донг, но когда на калькуляторе он прикинул, насколько он не прав, осталось заплатить 40 вместо 300 накрученных сверху. После того, как я сказал слово «полис». Мы заехали попить кофейку в какой-то придорожный кабак. Вон там байки наши стоят. Это нам вот такой кофе сделали. Было примерно в 1,5 раза больше. Раз. Зато крепкий. Пока мы ехали в сторону моря, наткнулись на вот таких вот креветок, которых разложили на асфальте, чтобы высушить. Не знаю, зачем это делают, наверное, для приправы или типа того. Устин, ты узнал, зачем они креветок кладут на асфальт? Да, конечно, они мне только что по-вьетнамски объяснили все. Говорят, мы кладем их, чтобы они сушились, потом мы их собираем и продаем в Таиланде вместе с супом. Да. После креветок мы встретили пацана, которого подвезли домой к морю. У него была гитара, и позже я попросил его сыграть одну из любимых песен. Прибыли сейчас на море. Здесь ловят рыбу и еще что-то делают. Сейчас узнаем. А лодка сделана из бамбука с пенопласта. Hello? Лодки из пенопласта и бамбука. Jay, Alexander, do you remember that day you fell out of my window? I sure do. You came jumping out after me. Well, you fell on the concrete and nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you off to the hospital. You remember that? Yes, I do.
А по пляжу вот так вот гуляют коровы. Не знаю, зачем их сюда вывели. Но их вывели сюда. Не просто так. Игорь снимает телок вдалеке. Пикап-мастер. Раскрыта тайна, зачем вывели коров на пляж. Чтобы они убирали мусор. Они вот только что ели эту кучу мусора, а другая корова до сих пор ее ест. Наверное, вкусно. Непонятно вообще, откуда здесь берется такие горы мусора. Коровам явно нравится. Что-то она на меня смотрит. Может быть, она думает, что я хочу отобрать у нее этот мусор. Пойду посмотрю поближе. Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó. Khi cô đơn anh luôn nhớ đến một người là em đó. Có biết bao dại khờ, có biết bao lời chờ, riêng anh tự mình đang trong mơ. I don't know if it's coming back. I gave away the faith. I don't know if it's still around. There's a mountain on the grave. Don't you care the women calling? Don't you mind their names? 'Cause I'm not worth staring at for your own joy and sake. Сегодня второй день нашего путешествия во Вьетнаме. Мы поселились в городе Tan Hoa, в такой вот замечательный отель. Здесь золотые животные нас окружают. Золото не настоящее, но все же. И, короче, мы вот нашли такую трубку. Ее здесь курят все местные, сигареты редко можно встретить. Внутри была вода, как оказалось, я этого не знал. Это, я так понял, как а-ля кальян, да. Но я ее вылил, не знаю, или будет куриться. Попробуем. А ты попробуй дунь без табака, а если забурлит, знаешь, нормально. Не забурлит. Не, надо воды. Да? Давай. Здесь вот такой на столе стоит табачок. Прям, то есть каждый желающий может подойти и выкурить из бурбулятора сколько ему нужно. И очень странно, потому что они дуют не так часто, и это заменяет сигареты. Сигареты в тяжах делают много, а здесь делают одну и уходят. То есть, походу, этого хватает для того, чтобы накуриться. Все, я набрал воды. А ну? Норм. Ладно, не захлебнись. Да. Я, кстати, не курю, поэтому если я закашляюсь. Да, это нормально. Да. Вот, значит, берем табак в банке. Я даже не знаю, сколько его ложить надо, но положим так. От души. Что-то, мне кажется, много положил. Не знаю. Вот у них здесь такие зажигалки, еще иногда бывает с другой стороны открывашка для бутылок. Все продумано. Работает. Ну и, короче, они такие садятся постоянно там вечерком, делают одну тягу и сразу уходят. Да, очень странно. Поэтому... Давай, заценю, как ты там будешь сжечь. Попробуем. Жги, Устин, потом. Это жесть. Что скажешь? Прикольно. Такое ощущение, что я сейчас отъеду. Сигарета? О, будто, типа а-ля Беломор, да? как будто меч проглотил. Попробуй. Давай. Второй вариант зажигалки. Вот. Ну как? Ну, что-то такое а-ля Беломор канал. Мне кажется, это похлеще Беломора раз в 100. Я когда-то в детстве пробовал. Мне больше не хочется. Давай.
Все. А, ну подожди, мы сейчас снимем самое главное, что этот супер кальян хранится у них вот в таком ведре с мусором и с водой. И с бычками. А ну поверни, чтобы было видно. Там Вода, бычки, плавают, лимонные грязь какие-то какая-то. мандарины. И вот это у них подставка для этого чудо-устройства. Совершенно нормально, чувак. Она, кстати, сделана из бамбука, и от этого появилась пословица. Я так думаю. Кури бамбук. Да. Так, мы ехали по дороге и нас остановили, показали, что Игорь превысил скорость на 22 километра, то есть максимальная 40, мы ехали 62. И вот сейчас говорят, что за это нужно заплатить 1 миллион долларов. Мы хотим спросить, пусть они нам покажут, где написано, что штраф составляет за превышение на 22 километра 1 миллион. И второе, пусть они покажут, где здесь висит знак, что ограничение скорости 40 километров, раз вокруг вот такая вот трасса. Окончание истории такое. То, что должен был заплатить от 1 миллиона до 2, то есть от 3,5 тысяч рублей до 7 штраф за превышение на 20 километров. И 22. Написано все непонятно, давайте за 300. Он, да, окей, давай за 300. У Устина начало шататься колесо, и мы заехали в ремонтную мастерскую. Это вторая баллонка Устина. А говорил, не, у меня байк лучше. Он полбайка раскручивает, чтобы там разобрать, что за фигня. Сейчас узнаем причину. Маслом проехали уже около 500 километров, поэтому мы меняем его одновременно, как нам и рекомендовали при покупке байка. Устин наяривает свою красавицу бедненькую, да? Совсем уже подустала за 500 километров. Ну, 250 из которых мы проехали по Ханою. Оказалось, еще звездочка плохо прикручена. Сейчас замутят нормально. Устину что-то с подшипником было. Google карты привели нас вот в такое вот место. Не уверен, что здесь есть дальше дорога, но будем надеяться. Скалы, море и КамАЗы. Да, много КамАЗов, вот такие вот красивые горы и прекрасный вид. Сейчас мы находимся на одном из самых крупных в Азии заводе анчоусов. Вот как он выглядит. Там вот двое рабочих, все автоматизировано полностью роботами. И вот так вот производятся самые вкусные, замечательные, прекрасные анчоусы в Азии. Анчоусы. Смотри, кстати, задавили край анчоусов. Ну да, тут иногда ездят машины, могут проезжать по анчоусам, и потом вы, если их в пачке покупаете, они такие очень плоские, то, скорее всего, вот что с ними случилось. Ну, как-то я перехотел их. А я попробую. Ну, да, тест анчоуса. Как там, песочек на зубах скрипит? Не, как ни странно. Они вот вениками отмахивают, чтобы песка не было. Наверное. Это у них такая фильтрация своеобразная. Давай наберем него. Давай. Пивко вечером пойдем. Привет. Зато они свежие, потому что в России анчоусы все сухие, а здесь они прям вот только с моря. Да. Только с дороги. Все экологически чисто.
никакой пыли, грязи, вот природа, зелень возле моря, возле гор. Место было выбрано неспроста. Ну, я уверен, что тут целый просто ряд ученых разрабатывал вот эту локацию, чтобы именно здесь их правильно высушивать в правильных, Тут фишка, правильных условиях. Там. КамАЗы их специально передавливают несколько раз, вот по краю. Давай, КамАЗ, наезжай! Колесиком он наезжает. Получаются плоские анчоусы. Вчера мы приехали в такой прекрасный отель, а сегодня будем выдвигаться в сторону национального парка Фон Гня. И вот собираем вещи. Но погодка немного испортилась. И на улице идет сильный дождь. Поэтому будем укреплять наши рюкзаки от дождя. И надеюсь, мы доедем до Фон Гни. Потому что до Фон Гни именно отсюда примерно 170 километров. Fucking good. I'm smoking weed and doing dirt in my Tommy Hilfiger hoodie. I'm gonna keep talking bullshit about you. There's nobody be flying on me and my crew. Cause I'm a hip-hopper, yes I am. Yes I am. What? Yes I am. Cause I'm a hip-hopper, yes I am. What? Not you what? You see me wearing baggy jeans. Вьетнам, вот он какой. Мы сейчас едем в сторону пещер и национального парка Фон Гня, который находится в центре Вьетнама. И на одной из горных дорог после ночевки в городе Вин с дождями и температурой 9 градусов мы наконец попали в тепло, где плюс 23, и вот такие вот красивые виды на фоне. Там еще вот кто-то ходит в кадр постоянно. Буквально через 100 километров потеплело. Да, мы проехали 100 км, типа того. Нам еще осталось ехать около 70. И здесь уже температура совсем другая, не такая, как на севере. Главное, что в горах совсем другая. В Лаосе в горах было холодно. А тут тепло. И вот наши байки, запакованные специально, чтобы не залило водой от дождя наши вещи. Мы вот разными пакетами это все дело обмотали. Тут спальник, палатка, штатив, рюкзак в 2, даже в 3 пакетах. Шлем, перчатки и байк, на котором мы уже обколесили достаточно много. Вот Игоря. И грязно. Колымага. С супернавигатором. Смотрите, какой у нас супернавигатор есть. Встроенный байк от Honda. Угу. Едем дальше. А то сейчас стемнеет, и мы, походу, в палаточке будем спать. Мы так и так будем в палаточке сегодня спать. I never smile when someone's around.
Начинало темнеть, мы думали, где разбить палатку, и вдруг... Мы почти доехали до Фонгни и решили остановиться в отеле, который оказался здесь единственный на дороге, на котором даже не написано, что это отель, как всегда, у них пишут что-то по-вьетнамски. Но ребята подсказали, что именно это отель. Сейчас покажу наш номер. Стоит все 200 тысяч. Это 600 рублей. Сейчас вот наш номер. Вот такой вот. Большой номер. Очень большой. Две большие кровати, большой номер. Отлично, может быть, здесь зависнем на одну ночь или на 2 дня. Посмотрим. В отеле мы пробыли 2 дня, за которые очень сильно похолодало, но нам ничего не оставалось, как ехать дальше. Температура воздуха опустилась до 8 градусов и лил холодный дождь. Руки в перчатках мгновенно стали мокрыми, а от ветра немели пальцы. Мы ехали только что на байке километров 20. На улице температура плюс 9. Или 8. Или даже меньше. Короче, руки вот в перчатках замерзли настолько, что я сейчас камеру доставал из кармана минуты 2. Короче, мы сейчас будем греть руки об глушитель от байка. Устин, пробуй, давай. Потому что это просто unreal. Может, чтоб мотор? Слишком горячо. Мотор четкий. Ну так, глушак получше. Голову подержим. Блин, что-то оно у тебя это не очень горячее. 8 градусов, как в морозильной камере едешь, да? Вот так вот приходится выживать. Наконец мы доехали до Фонгни Кебанг. Фонгня Кебанг. Вот как она называется. Фигня в кебабе. Фигня в кебабе, да. Фигня в кебабе. Нашли недорогой отель. Супер пакета. Ну что, пошли они тебя от холода? Ну так, за основу. Посиневшая рука от холода. Кстати, с капюшоном офигенно. Ну как в шапке. Надо в шапке ездить. Нужно горячую ванну принять, выпить чашечку кофе. Горячую. Сегодня мы решили поехать на осмотр пещер, которые находились всего в 15 километрах от нашего отеля. Дорога была отличная и пролегала через красивейшие горы. Alabama, Arkansas, I sure love my mom and pop, not the way that I do love you. Well, holy moly, be oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I'll scream it to the nothingness. That we got everything we need. Как вкусно! Мы практически добрались до пещеры и остановились вот покушать. И заказали суп с вермишелями, с нудлами, но со странной припиской. Типа она из Instant номер. Всего-навсего за 40 тысяч. 40 тысяч донг, это где-то 80 бат и примерно 150 рублей. Что можно поесть за 150 рублей во Вьетнаме возле пещеры? Это вермишель из пакетика, Которая стоит 3000. в рублях, ну, поняли, да, если 15 там, или 12 рублей. Ну, соответственно, вода и, наверное, живой лук. И вроде как живое мясо, кусочки вот такие вот. 4 пипульки вот такие вот лежат просто.
То есть суп, который сам себестоимость максимум 8-12 рублей, стоит 150 рублей возле пещеры. Нормальная цена для Вьетнама, совершенно нормально. Как тебе вермишель, Устин? Самое лучшее, да? У тебя шашки запотели. Я даже комментировать. В одной из пещер нужно было плыть в холодной воде, а в другую цена была запредельно высокая. Устин не хотел идти, а я там был 2 года назад. Кстати, о ней можно посмотреть в 11-м выпуске Лисов 2013 года. Шай дрова. Как в Нигерском квартале каком-то. Да, можно тарелку ноги вот так вот поставить и греть. Прям туда в костер. О! Буси-буси. Гуси-гуси. Гуси-гуси. Это единственное теплое место в Хонгне, где можно погреться. Фигне. Что мы сегодня были в этих пещерах, это полная фигня. Да ты не был в пещере. Почему я не был в пещере? Потому что Хонгня. Вот зато можно погреться у костра нормально. Сейчас мы находимся на полпути к городу Дананг. Здесь вот такой вот офигенный вид. В общем, это железнодорожная переправа, здесь дорога пересекается с рельсами. И все туристы, все местные останавливаются, чтобы пофоткаться, потому что очень крутой вид. Там он вдалеке, если вы увидите, стоит куча автобусов, в которых люди просто останавливаются, чтобы пофоткаться и посмотреть на этот вид. Мы пошли туда вниз поснимать несколько кадров для нашего видео. Здесь вот чувак сидит напротив будки, он нам помогал снять один из кадров. И мы такие вот думаем, тяжелая у него работа, целый день сидеть в таком замечательном месте и тусить с туристами. А главное, что сегодня жарко. Первый день, когда можно снять кучу одежды и ехать в футболке. Я в футболке сейчас, а Игорь. Я еще не в куртке, в рубашке и в футболке. Градусов, наверное, 25 сейчас на солнце. Ура! Мы наконец-то сделали это и убежали от холода в тепло. Покинув пещеры Фангняки-Банг, мы выдвинулись в сторону Дананга. И эта часть нашего пути оказалась одной из самых интересных. Наконец-то мы на мгновение забыли, что такое холод. И впервые за последние несколько недель увидели солнце, которое не только ярко светит, но еще и согревает своим теплом. По пути мы проезжали через огромный туннель, который вот-вот построили, останавливались посмотреть на мост с автобаном прямо через море, гуляли по рельсам, фотографировались и снимали видео с работниками железнодорожной переправы. По дороге можно увидеть маленьких коз, задорно прыгающих по обочине дороги, поезда, стремящиеся вдаль на фоне облаков, и простирающиеся вдалеке горы. Проезжая очередной перевал, нам посчастливилось увидеть необычайной красоты виды, которые открылись перед нами буквально в одно мгновение. На дорогах практически никого не было, и после шумных городов с беспорядочным муравейником байков для нас это была просто симфония. В этой части Вьетнама любая дорога — это серпантин, повороты каждых 50 метров, и никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим из них. Мы ехали по горам и попали вот в такие вот постройки военные. Здесь много тумана. Устин в тумане. Много раз по дороге мы останавливались поснимать видео. И в среднем одна такая остановка длилась от 15 до 30 минут. Все это ради тех 5 секунд видео, которые вы сейчас смотрите. Тучи рассеялись. Перед нами предстал красивейший вид Дананга с высоты птичьего полета. А в самом пригороде Дананга мы увидели поляну, на которой местный фермер выпасал коров. И это место напоминало какие-то фантастические декорации из рекламы. Глаза не верили, что такая красота действительно находится прямо перед нами. Мы гуляли по длиннющим безлюдным пляжам, наслаждаясь шумом моря и чистым воздухом, которого так не хватало в больших мегаполисах.
почти доехали до города Дананг. И у Устина что-то при заправке постоянно льется бензин из кранчика. Непонятно вообще по каким причинам, но это происходит. Что, не льется? Когда бак закрыт, да? Город Дананг большой, современный, простой, теплый, дешевый, у моря с видом на горы, не туристический, и, видимо, всем этим сразу зацепил нас. Город Дананг и Хойан не похожи на другие вьетнамские города. Поэтому они нам запомнились больше всего. Здесь есть и большие мосты, и маленькие уютные улочки, огромные небоскребы и крошечные домики на берегу реки. Атмосфера уюта окутывала с первых минут пребывания здесь. Ближе к вечеру мы пошли исследовать пустынные пляжи, которые встретили нас с сильным ветром и штормом на море. Дальше наш путь лежал в сторону города Муйне, через множество небольших городов, которые мы встречали на своем пути. По дороге мы успели заехать на красивый безлюдный пляж, где можно было отдохнуть и подумать о смысле жизни. Вьетнамцы используют барометр для того, чтобы показать погоду. Зацените, как он выглядит. Сейчас зеленая зона, значит все хорошо. Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Местные жители безмятежно страдают фигней. Играют в игры, сидят возле дома и покуривают трубки или самокрутки, а также ездят по дороге на повозке с коровами. На утро, проснувшись в дешевом отеле, мы выдвинули дальше. Сегодня был праздник Тет, это вьетнамский Новый год, и поэтому на дорогах было совершенно пусто. I'll be running circles
штуки, да? Нормально, не растаяли? Но это лучшее. У тебя муха на лбу. Муха тоже хочет йогурт. Это единственная еда в пустыне. Муха, отстань от Устина. Да, тут кактусы, жарко. И наконец жарко. Настолько жарко, что я сижу в куртке, потому что солнце светит прямо в глаз. И муха в рот. Вот что значит фраза «не заглядывай мне в рот, когда я ем». Выдвинувшись дальше в путь, мы ехали по побережью вдоль настоящих вьетнамских пустынь. С зыбучими песками, ветряными вышками и одиноко качающихся на волнах кораблей. Мы находимся во вьетнамской пустыне. Здесь реально пустыня. Менты, как всегда, решили тормознуть нас и развести на бабки, но с нами этот фокус не прокатил. Они показали не настоящие документы о правонарушениях, на что мы достали камеру и сказали, что будем снимать все, потому что вы обманщики. Сегодня 10 февраля, утро, 8 утра, и мы с Игорем выдвигаемся в сторону Сайгона. Находимся мы сейчас в деревне Муэне, куда приехали позавчера. И, собственно говоря, здесь делать нефиг больше, чем 2 дня. Мы покупались в море, которое не особо купабельное оказалось. И, в принципе, походили по пустыням, нам этого хватило. Остальные местные жители здесь просто сидят в барах, пьют пиво, страдают фигней. Нам это не интересно, поэтому мы двигаемся дальше. Игорь, смотри, какие большие алоэ. Мы находимся в алоевом поле, и здесь растут какие-то красные штуки. На самом деле называются драгонфруты. Вот, драгонфрут. То есть драгонфрут растет вот так. А это хозяин поля. Хозяин поля. Có thấy gì đâu. Мы сейчас находимся в пригороде Сайгона, и у Игоря спустило колесо на байке прямо на светофоре. Какой-то мужик подъехал к нам, и у него, собственно, есть все инструменты для починки. Ну, говорит, что нужно менять камеру. Такой вот здесь поток байков. Все очень спокойно, тихо, все ездят по правилам, никто не нарушает. Ну, это в переносном смысле. На самом деле всем насрать, они обгоняют, подрезают, на светофорах не останавливаются, пипикают. И вообще жесть. Сейчас мы находимся в центре Сайгона и сделаем небольшую прогулку по местным улочкам. Посмотрим, как живет местное население. Мы вот заехали на байке, здесь очень мало места, поэтому припарковались буквально на 5 минут. Так что нас могут прогнать в любой момент. Мы просто медленно будем идти и смотреть по сторонам, что здесь происходит, как местные жители реагируют. Вот эта бабуля как-то не очень реагирует. Тут вот такой у нас магазин. Сидит бабушка, считает деньги. Здесь местные мужики пьют пиво. Happy New Year! I don't drink, thank you. I don't drink. No, she won't get I don't drink, thank you. Don't drink. Don't drink. Don't drink. Where you from? Russia. From Russia. Thank you. Thank you. Bye. Вот можно себе найти компанию, если скучно. Тут это релакс. Отдыхают. Ну, коты тоже нормально отдыхают. А здесь местный компьютерный клуб. Дети играют в игры а-ля 90-х годов.
Любят спать на полу. Спят на земле. Они вот, кстати, так и живут в бедных районах. Типа этого все люди. Они вот живут в небольших домиках и спят прямо на земле. У них нет там каких-то кроватей особых, просто матрас кинули. Все. Тут играют на бабки. Азартные игры, которые запрещены. Hello. What is the name of the game? Four color. So you have different color? Ага. Hello. Здесь готовили еду недавно. И да, суперкомпьютерный клуб, магазин, столовая. Все в одном флаконе. Тут снова мужики пьют пиво. И парикмахерская. И выход на центральную улицу. Сейчас вы видите контраст. Здесь было очень тихо, спокойно. Буквально через 20 метров начнется шум, много трафика, байков, людей и машин. Все постоянно пипикают, чтобы не было аварий, чтобы пропускали друг друга. И это немного глупо. Потому что пипикают все, всем, всегда, просто так. Так, мы сейчас находимся в обычных вьетнамских джунглях, ничего особенного. Но если... Сложно поверить, что каких-то 50 лет назад этот лес был зоной боевых действий. Сюда сбрасывали тонны авиабомб, напалма и химикатов. И несмотря на это, вьетнамцам все равно удалось победить превосходящие силы американской армии благодаря своей изобретательности и маневренности. В которую очень легко спрятаться. Берете крышку, поправляете листья, немножко сверху. И через 2 секунды меня не станет. Все, Устин вкрылся в туннелях Вьетнама. Устин, ты где? Выходи. Как там в туннеле? Так себе. Жарко? Самое приятное ощущение. Да, загляну туда. И, короче, такие туннели на 250 километров тянутся вокруг Сайгона. Можно было из одной деревни перейти в другую, из одного дома в другой. Даже через границу Камбоджи. Даже в Камбодже. Вот то самое место, теперь ничего даже не видно. Обычные листья у дерева, как и везде. И очень жарко. Идешь такой себе по траве, опа, и шипы, как принц Персии. Жесть. Бамбуковые колья, намазанные каким-то мазутом. Если на такое падешь, хана тебе сразу. Сейчас мы находимся в сайгонских туннелях Вьетконга. Здесь жили повстанцы и строили эти туннели на расстоянии 250 километров. Тут очень мало места. Причем эти туннели, они еще большие. Мы как туннельные крысы. Перед пересечением границы Камбоджи мы ехали через так называемую дельту Меконга, где нам приходилось несколько раз переправлять байки на пароме и пересекать различные мосты через небольшие водоемы.
Сегодня утром мы выехали из Сайгона и направляемся в сторону границы с Камбоджей. Я думаю, завтра мы уже въедем туда. Вот сейчас закат. И такая дорога в деревню. Вот так проводят свое время байкеры после дальней дороги. Вдоль дороги во Вьетнаме расположены такие гамаки. Их много, и можно останавливаться любому. И вот так вот зависать, как мы делаем с Устином. Вот так вот висим и зависаем. Да, такие прекрасные орехи тут продаются. Выглядит, конечно, странно, но они клевые. Устин, будешь орех? Как какашка сухая, засохшая какашка. И вот такой прекрасный кофе со льдом. Очень сладкий, но классный в жару. Сегодня 18 февраля, и мы пересекаем границу С Камбоджей. Да, Вьетнама с Камбоджей. Не знаю, наконец или не наконец. Но Вьетнам был клевый. Здесь нельзя ехать на байке, нужно катить его. Вьетнам тебе понравился, Устин? Да, юг Вьетнама офигенный, но север был холодный. В Камбодже у нас будет вообще жара, так что предвкушаем. Все, до встречи в камбоджанских видео. Столько народу, что это беспонтово снимать. Мы приехали в Вегас. Пересекая границу Камбоджи, мы попадаем в место под названием Вегас. И нас окружают вокруг казино. Причем казино раз, два и три прямо на самой границе, да? То есть во Вьетнаме Добро пожаловать в Камбоджу, самую бедную страну в мире. Заходите к нам поиграть в казино, ребятки. Проехав небольшую часть пути от границы до города Сиануквиль, нас неожиданно остановила полиция и попросила показать права. А мы, наученные всеми этими коррупционными действиями ментов, потребовали его документы, чтобы убедиться, что он настоящий мент. На что он обозлился и отвез нас в участок, из которого пачками выходили расстроенные туристы, видимо заплатившие только что большой штраф. Скорее всего, у этих ментов был отличный бизнес, который приносил им немало денег ежедневно. В участке нам начали угрожать, запрещать снимать видео и записывать звук. Даже мой телефон начали отнимать и указывать на наручники и дубинку. В конечном итоге нам пришлось удалить вот это видео с GoPro, но кое-как потом я смог восстановить его, и поэтому вы видите разные помехи. Мы находимся в городе Сиануквиль. Мы находимся на одном из нудистских пляжей Сиануквиля. И вот с нами отдыхающие тут тусят, снимут. На самом деле в Сиануквиле нам не супер как понравилось. Да, огромные пляжи, чистое море, тепло, но очень много туристов. Такое ощущение, что приехали в Сочи.
headlights mean you're leaving. The white ones mean returning. To tell me how this story ends, and I'll keep them fires burning. Сломался багажник, и сейчас попробуем пофиксить. Если сваркой получится, я сейчас буду держать. По дороге через джунгли у Игоря сломался задний багажник, на котором был тяжелый рюкзак. И его нужно было быстро приварить или как-то поремонтировать. Мы думали, что сварка не возьмет этот металл, но, к счастью, все удалось и получилось. Багажник хоть и был из металла не супер прочного, но его удалось приварить всего за $2. Ну все, починили. Может быть, будет держаться. Посмотрим. Причем неважно, какую цену называют они. Мы всегда называли свою цену, и это прокатывало. У небольшого озерца мы остановились, чтобы пофотографировать купающихся буйволов. Но они как-то странно начали на нас смотреть, вылазить из воды и идти в нашу сторону. Предлагаю уебать. Примерно на середине пути мы решили отдохнуть в беседке. А после этого мимо нас проехала девушка-туристка на таком же байке, как наша. И у нее из рюкзака вываливалось все, что только можно, начиная от крема для загара и заканчивая другими ее косметическими принадлежностями. Минут 30 мы пытались догнать ее и отдать ее вещи, которые мы успешно собрали на дороге. Но даже на полной скорости наши байки так и не смогли настигнуть ее, поэтому мы оставили крем для загара у себя. В этот день мы очень устали ехать по дороге, где обгоняют грузовики, и нам постоянно приходилось съезжать на обочину, дабы избежать столкновений. Начинало темнеть, и мы приближались к столице Камбоджи Пномпень. Но бешеная пробка не давала нам двигаться быстро, поэтому мы еле-еле тащились. За это время у нас сели аккумуляторы, и передние фары уже не работали. Город Пномпень. Огромный, очень бедный город. Несмотря на то, что это самый цивилизованный город Камбоджи. Воровство, коррупция и преступления тут везде. Ночью мы пошли тусить с Игорем. Просто обычная прогулка вечером по столице Камбоджи. И вдруг внезапно случилось такое, чего даже никто не мог ожидать. Я шел по навигатору домой, и так получилось, что через трэш-кварталы, а они там везде. У меня кто-то неожиданно выхватил телефон, и я погнался за похитителем. Несколько раз я его догнал, мы катались по земле, но у меня так и не получилось отнять свой телефон. Я почувствовал боль в ноге, и девушка, которая стояла и наблюдала эту картину, решила помочь мне. Помыла от крови, и на утро мы пошли в ментовку. Утром Игорь пришел с этой девушкой к нам в номер, и она начала требовать деньги за помощь, при этом постоянно куда-то звоня и время от времени угрожая нам мафией. Я хотел вернуть свой телефон, и она могла помочь мне в этом. Она написала заявление в ментовке, но то, что эта услуга с ее стороны будет платной, я даже и не догадывался. Hello, bong. Chăm chích bong. Hey, photo me no problem. Me no scare, you know? Yes, I know. Me no scare. Me no steal telephone, man. А на улице эта деваха встретилась с каким-то непонятным бандюганом прямо возле входа в отель, после чего они уехали вместе. В
В итоге мы различными исхищрениями, чтобы избежать слежки, покинули наш отель и перебрались в другой, который находился в нескольких кварталах оттуда. А ты что, шнурок от байка взял? Вот он, вместо эластичных бинтов. Камбоджийская медицина. У меня опухла нога и все указывало на вывих. Не было боли, я даже мог ходить. Прошло 2 дня, и мы поехали продавать байки. Найти покупателя байков в столице Камбоджи не так и просто. Многие из них предлагали нам всего по $60 за 2 мотоцикла, но это совсем нас не устраивало, потому что мы покупали каждый мотик за $250. У этих ребят цены оказались немного лучше, это было лучше, чем ничего. Цена за оба байка составляла $280, и она нас вполне устроила. Настал тот день, когда мы распрощались с байками. Продали свои байки каким-то барыгам за $280, то есть за полцены того, что купили. Ну и фиг с ним. Будем как-то и дальше тусить теперь, в конце путешествия. Шел 5-й день после инцидента, нога начала опухать еще больше. Я решил сходить в больницу, чтобы сделать рентген. Приехал в больницу, мне его сделали всего за $90, и рентген показал, что у меня перелом. Ничего не оставалось, как делать гипс. Тут же они мне предложили гипс или лангетку сделать всего за $9000. Вы представляете себе, да? У меня было в кошельке в районе $140 и на карточке в районе 200. Я попросил сказать мне, где тут нормальная больница, и одна из девушек меня отвела в сторону и позвонила таксисту, который меня отвез в нормальную больницу. Там мне наложили гипс за $110. Сломал ногу на днях и вот купил тут себе костыли в аптечке. Делаем обзор костылей. Мы зашли в аптеку, и я купил себе костыли. Вместе с витаминами и таблетками обошлось мне в $65. Игорь садится в тук-тук новым необычным способом. Короче, мы приехали в Анкор Ват, сейчас возле главного входа, купили билеты за $20, нас сфоткали и сделали такой вот пропуск, на котором наша фотка и стоимость этого билета. Сейчас будем входить в храм. Такси на весь день по Анкор Вату стоило всего $9. Было очень жарко, и за один день все эти храмы посмотреть просто невозможно. В прошлом году я был тут, да и одного дня нам было достаточно, чтобы увидеть все самое основное. Конечно, на костылях не очень удобно, но я решил поехать с Устином за компанией. Игоря с поломанной ногой тук-тукер везет 20 метров к входу в первый храм, в который мы сейчас зайдем. И отсюда мы начинаем наше путешествие по Анкор Вату. Идем покорять темплы, самые красивые в Камбодже. Костыля. Приключения Игоря Бурбы в Камбодже. Снимать темплы. Так ты на фоне темпла на костылях тоже как достопримечательность в своем роде. Передвигаться на костылях по развалинам нереально. Поэтому я просто наслаждался атмосферой и ждал, пока Устин снимет видео. Анкор Ват – это гигантский индуистский храмовый комплекс, посвященный богу Вишну, и является одним из крупнейших из когда-либо созданных сооружений и важным археологическим памятником. Был построен еще в первой половине 7 века. Padma samba va padma
Кстати, именно тут снимали кусок из фильма Лара Крофт «Расхитительницы гробниц». Тут всегда город туристов, впрочем, как и во всем Анкор-Вате. Но так как Игорю было сложно передвигаться на костылях, мы решили, что этой экскурсии достаточно. Ну, тогда встретимся там, возле выхода. Я очень устал от этих долгих хождений и решил попросить мента подвести меня до выхода, где нас ждал таксист. Ментяра Игоря на байке сейчас подвезет, так говорит, садись. Тут идти 200 метров тебе, ты же устал с больной ногой. Тут вот храмик сбоку такой маленький. Написано, нельзя забираться. Хотя по ним все лазят. Даже сами охранники лазят по этим храмам. Игорь с ментярой на байке. Yes. Строение Анкор-Вата выглядит очень и очень красиво. И порой удивляешься, насколько сложно это все было построить и сколько оно занимало времени. Также вдалеке над храмовым комплексом возвышался воздушный шар, на котором снова-таки можно было за дополнительную оплату посмотреть на весь этот комплекс с высоты. Стал, хочу любви, да? Я уже запарился ходить. Ну давай, расскажи, как впечатление. Да так себе. Непривычно и не очень как-то. Хочется их сбросить вот так вот и пойти нормально. А я могу нормально пойти? Ну, нельзя. Пойдем ниже. Мы сейчас идем в центре главного храма Анкор-Ват. И тут столько народу, что это беспонтово снимать. Но я вот сниму вам, чтобы вы поняли, насколько все беспонтово в этом беспонтовом месте. Тут людей на квадратный метр больше, чем в центре любого мегаполиса. Это еще вечер, сейчас стало меньше. Днем вообще пипец. Но наконец-то мы завтра валим из этой Камбоджи в любимый Таиланд. Ну как тебе здесь? Ну прикольно. Ну что же, я сейчас нахожусь в Анкор-Вате, вот иду в главный храм, который прямо передо мной. В целом, хоть эти храмы и достаточно красивы, но находиться в них в окружении огромного количества туристов не совсем комфортно. Когда мы ходили и снимали это видео, людей стало достаточно мало по сравнению с тем, что было снаружи несколько часов назад. Но, тем не менее, внутри самого комплекса были, наверное, тысячи и тысячи человек. На этом наш Сиам Рип и Камбоджа закончилась. Мы сейчас отправляемся в наш отель, откуда завтра выезжаем в Бангкок. Сейчас покупаем билеты, нас вот наш тук-тук-драйвер, который нас целый день возил, отвозит на автостанцию, где мы купим билеты. И завтра наконец-то мы уезжаем отсюда. Ночью уже пересекаем границу Бангкока, границу Таиланда и будем в Бангкоке. Камбоджа была очень прикольная, вот можете заценить. Да, очень прикольно. Нам очень понравилось, очень. Обязательно сюда еще раз вернемся. Здесь такие замечательные люди, просто слов нет. Очень дружелюбные, помогают всегда. Вообще не корыстливые ни разу. Все как надо. Все. Всем пока. А вот так всего за $2 я арендовал такси для передвижения между границей Камбоджи и Таиландом. На этом наше путешествие по Азии закончилось. С ногой все в порядке. С вами был Игорь Бурба, Устин Компаниец и до скорых встреч. Всем пока.